Привет всем любителям текстиля и профессионалам. На прошлой передаче я рассказывал вам о муслине, самой тонкой и легкой ткани, которую когда-либо производил человек. Когда-то из бенгальского муслина ручной работы можно было сделать практически невесомое длинное женское платье весом всего 20-30 грамм. Представьте, девушки, как вы идете по залитой солнцем морской набережной, муслиновое платье, как воздушное облачко, ласкает ваше тело, и все мужчины оборачиваются и смотрят только на вас. Этот выпуск я хочу посвятить моему первому текстильному учителю, почетному доктору наук Московского текстильного университета имени Косыгина, профессору и невероятному человеку и профессионалу Когану Александру Григорьевичу. Во всем том, о чем я рассказываю вам на этом канале, его огромная заслуга. Мы начинаем, а вы не забывайте подписываться. Сегодня разберемся, что представлено на рынке под названием ткань муслин. Как вы понимаете, оригинальный бенгальский муслин плотностью 10-20 грамм на квадратный метр никак не мог попасть в СССР. Его просто перестали производить еще в начале 20 века. И поэтому муслином стали называть легкие хлопчатобумажные ткани летнего ассортимента. Муслин одежный во времена СССР и сейчас получают из ткани миткаль полотняного переплетения. То есть миткаль как бы является полуфабрикатом для производства муслина. Но из меткаля можно производить и другие ткани, например, ситец, кирзу или мадополам. Меткаль и ситец попали в Европу из индийского города Кожикаде в XVI веке. Старое название города Каликут определило происхождение английского названия этого материала калико, который используется и сегодня при обозначении меткаля и набивного ситца. Русская этимология восходит к персидскому слову меткал, означающему монету, которой расплачивались за ткани. Кстати, в 17 веке при русском царе Алексее Михайловиче пытались создать свои источники хлопка. Царь задался вопросом, что это за ткань, и были даже предприняты первые удачные попытки выращивания хлопка в России. А при царевне Анне Михайловне производители хлопка с целью популяризации отрасли были освобождены от оброка. Но дальнейшего развития эти попытки не получили. Массовое производство меткаля в России началось в 18 веке. Знаменитый красный русский кумач и синий киндяк относят к меткалевым тканям. В 18 и 19 веках кумач изготавливался татарами Казанской губернии, а со второй половины 19 века производство кумача освоили и на других фабриках Российской империи. Кумач шел на пошив красных женских сарафанов и крестьянских мужских рубах с орнаментальной вышивкой. В Советском Союзе из кумача делали флаги, знамена и транспаранты. Поскольку крашеная ткань стоила намного дороже некрашенной, одежда из кумача была праздничной или выходного дня. Постепенно кумач вышел из обращения и был забыт, а сейчас эпитетом кумачевый чаще описывают цвет, чем ткань. В XIX веке меткаль называли бумажной тканью или ненабивным ситцем. Использовали его для обивки и для изготовления простой одежды. О Генри писала: «Я никогда не мог понять, почему некоторые мужчины, способные в 2 счета укротить мустанга и побриться в темноте, становятся вдруг паралитиками и черт знает как потеют и заикаются, завидев кусок меткаля, обернутый вокруг того, вокруг чего ему и полагается быть обернутым». Обычно меткаль выпускается в суровом неотбеленном виде и представляет собой довольно грубую ткань с молочным или кремово-сероватым оттенком не очень презентабельного вида. Для него используют кардную пряжу, а для технического меткаля хлопок низких сортов. Такой меткаль применяется как основа для изготовления дерматина и клеенки, спецодежды и как обтирочный материал, а также для технических целей. Плотность меткаля 95-112 грамм на квадратный метр, чаще всего 105 грамм. Это в 1,5 раза меньше плотности бязи, а значит, из него можно делать более легкие ткани. Линейная плотность пряжи для основы 18,5-20 текс, для утка 15,4-20 текс. Это довольно тонкая пряжа, которая подходит для производства одежных тканей. Такие ткани обладают следующими достоинствами: натуральность, гигроскопичность, воздухопроницаемость, гипоаллергенность за счет использования стопроцентного хлопка, а также низкая стоимость, прочность за счет полотняного переплетения, устойчивость к стиркам и легкий уход. Однако настоящая ценность меткаля не в этом. Вы удивитесь, когда узнаете, сколько на самом деле существует применений этой малоизвестной и малозаметной ткани. Все дело в огромном ее потенциале и возможностях обработки. Самый простой способ превратить этот материал в другой – отбелить ткань и получить отбеленное полотно, у которого другой спектр применения. Такое полотно используется для изготовления постельного белья, форменной одежды, ночных рубашек и нижних юбок, а также для вышивки, для изготовления штор и покрывал.
Пряжу для такого полотна применяют более высокого качества. Раньше в России, Европе и Америке одежду делали из отбеленного льняного меткаля. Наиболее известными тканями, которые производят из меткаля, являются ситец, мадополам и муслин. Но это не все. Например, из меткаля производят коленкор. Это довольно грубая и жесткая ткань, которая раньше очень широко использовалась для изготовления печатной продукции высокого качества. Люди постарше наверняка помнят коленкоровые переплеты у книг. Изготавливают коленкор так. Сначала получают ткань меткаль, затем ее отбеливают, красят, наносят защитную пленку на лицевую сторону, а изнаночную покрывают каолином, это светлая глина. Сейчас технологии изменились, ткани покрывают латексами различного состава или полиуретаном, которые придают ей жесткость, износостойкость и водонепроницаемость. Сегодня его используют для пошива скатертей и штор с повышенными эксплуатационными свойствами, например, для кухонь и кафе, различных аксессуаров и для декора интерьеров. Коленкор также незаменим в производстве печатной, упаковочной и сувенирной продукции. Из него получаются отличные переплеты для книг. Не такие бумажные, которые увидите на полках книжных магазинов и которые быстро истреплются, а как раньше, почти вечные, а также обложки для дорогих фотоальбомов, блокнотов, подарочных коробок и футляров. Если отбелить и покрыть узорами меткаль, то что получится? Правильно, ситец. Тот самый ситец, из которого в свое время массово шили, да и сейчас шьют летнюю одежду, особенно детскую. Ситец достоин отдельной передачи, но пару слов сказать о нем можно и сейчас. Это легкая, неплотная хлопчатобумажная набивная ткань полотняного переплетения. Сначала меткаль отбеливают, затем красят. Если ткань покрашена в один цвет, она называется гладко крашеной. Если же на отбеленную ткань нанесен какой-то печатный рисунок, ткань называется набивной. Ситец выпускается разных плотностей, от очень легких 62 грамма для детской одежды, для распашонок, пеленок, чепчиков, до более плотных около 100 грамм на квадратный метр. Этот ситец применяется для пошива легкой верхней одежды, мужских сорочек и постельного белья. Советское прошлое невозможно представить без детских ситцевых костюмчиков, мужских ситцевых трусов, которые назывались семейными, и женских веселеньких платьев в горошек. Для одежных ситцев используется более дорогая пряжа, чем для сурового меткаля. Может быть, текстильщики, да и не только, слышали такое название ткани, как мадополам. Эта ткань также производится из меткаля. Сначала меткаль отбеливают, а затем производят жесткую отделку, в результате чего на ткань наносится около 3% отделочного препарата, который придает ткани жесткость. Иногда готовую ткань обрабатывают крахмалом для жесткости. Мадополам попал в Европу из Индии в XVIII веке, где местные мастерицы разработали метод обработки суровой сероватой хлопчатобумажной ткани, который включал многократные стирки, отбеливание и глажение. В Россию мадополам был завезен в XIX веке, где завоевал популярность благодаря своей практичности и эстетическим качествам. Из него начали шить мужские сорочки, постельное белье, скатерти и декоративные наволочки. Кроме отбелки и апретирования, мадополам подвергают каландрированию, то есть пропускают между двумя валами, которые за счет высокого давления, оказываемого на ткань, выравнивают различные неровности на его поверхности, снижают ворсистость, а ткань приобретает блеск. То есть соринки, присущие кардной пряже, отбеливаются и становятся невидимыми в ткани, а неровности разглаживаются и обеспечивают равномерную поверхность. Чаще всего мадополам выпускается белого цвета, иногда гладко крашеным. В итоге получается мадополам – белая, прочная, жесткая и блестящая ткань. Плотность классического мадополама такая же, как у меткаля, средняя около 100 грамм на квадратный метр. Такой отбеленный мадополам используется для производства постельного белья, в том числе для новорожденных, летних платьев, рубашек, детской одежды, штор и пижам, а также кухонных полотенец. Сейчас на рынке появилось много тканей под названием мадополам пониженной плотности, 60-70 грамм на квадратный метр. Они подходят для детских пеленок и летней одежды, например, сарафанов. Ткань хорошо пропускает воздух, быстро сохнет, имеет небольшой вес и красивый внешний вид. Вот мы подошли к главному вопросу, поговорим о муслине. Это также хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, которую в СССР получали из меткаля. Отличие от мадополама и ситца в том, что муслин подвергается мягкой отделке при обработке с нанесением мягкого опрета менее 1,5%. То есть суровый меткаль отбеливают, умягчают и получается муслин. Вырабатывается он белого цвета или гладко крашеного в природные мягкие цвета. В результате получается мягкая легкая ткань, которая идеально подходит для лета. Но так как машинным способом чрезвычайно сложно получить тот самый суперлегкий муслин из хлопка, то его получают более плотным.
от 60 до 100 грамм на квадратный метр. Менее плотный муслин в Европе и Америке преимущественно использовался для пошива дамских платьев вплоть до начала 20 века. Сейчас то, что называют муслином, выпускается из разного сырья, разной плотности и отделки. Давайте посмотрим, какой муслин представлен на рынке и что из представленного можно хотя бы отдаленно называть классическим муслином. На российский рынок стремительно ворвался сжатый двуслойный вареный материал, который сейчас называют муслином. Причем, что характерно для нашего рынка, мы не терпим полутонов. И 95% представленного муслина это именно эта сжатая, вареная хлопковая ткань. Соответственно, у покупателя складывается впечатление, что именно этот материал и является муслином. Так ли это? Давайте разберемся. Посмотрите на эту ткань. Большинство представленных на рынке муслинов это двуслойные ткани плотностью 120-160 грамм на метр квадратный. Значит, плотность ткани в один слой будет 60-80 грамм. Это легкая и комфортная ткань, не намного плотнее марли, у которой плотность всего 40-50 грамм. Количество нитей основы утка на 1 см не больше 25, поэтому ткань очень неплотная. Так как муслин в основном производят для одежды, его делают двухслойным, иначе ваше тело будет просто видно через ткань, а это не каждому хочется. Ну хочется, конечно, но не каждому. Оригинальный тончайший бенгальский муслин 500 лет назад приходилось складывать в 5-7 слоев, но даже в этом случае он выглядел прозрачным. Теперь возможности ткацких станков позволяют сразу получать двухслойные ткани, используя несколько систем нити основы. Такие муслины могут быть односторонними и двухсторонними. Для двухсторонних тканей используются основы разных цветов. Посмотрите, между собой два слоя ткани точечно соединены уточными нитями. А непрочное соединение здесь нужно только, чтобы слои ткани не смещались при раскрое. Вот этот модный сжатый или краш-эффект на ткани можно получить разными способами. Наиболее распространен способ получения эффекта жатки за счет разной усадки нити основы утка в результате отделки. Разная усадка может возникать в результате разной крутки нити основы утка или применения смешанной пряжи из волокон разного сырьевого состава, которые при термообработке дают разную усадку. В результате только часть нити или волокон укорачивается в большей степени и стягивает материал, придавая ему сжатый эффект. Радует то, что большинство представленных муслинов это все-таки стопроцентный хлопок, но иногда с небольшим добавлением эластана для придания одежде лучшей облегаемости и формоустойчивости. Цвета, обратите внимание, не яркие, а природные и мягкие, которые подчеркивают натуральность одежды из муслина. И обязательно умягчающая отделка. После крошения ткани ее стирают с энзимами, в результате чего и получают такой мягкий гриф. Ткань получается натуральная, легкая, мягкая, дышащая, приятная тактильно, а значит идеально подойдет для летней одежды. Важно и то, что одежду из ткани с эффектом сжатости не нужно выглаживать, стирай, носи. Но эта ткань невероятно далека от тончайшего муслина из тончайшей пряжи, который был распространен еще 150 лет назад. Здесь важно понять одну вещь. Даже если вы держите в руках два муслина одинаковой плотности, это не говорит о том, что и по качеству они будут одинаковыми. Если ткань сделана из толстой пряжи и нити расположены неплотно, то и выглядеть она будет как рыхлая марля. Ни прочностью, ни долговечностью такая ткань похвастаться не сможет. Так, ну давайте посмотрим, из чего изготовлена эта пряжа. Вот я вытащу одну ниточку утка. Это кардная пряжа средней линейной плотности, где-то около 20 текс, среднего качества, но не такая тонкая гребенная, из которой изготавливался классический муслин. Но если ткань получена из тонкой гребенной пряжи, то нити основы утка будут расположены плотнее друг к другу. Такая ткань будет более прочной, прослужит дольше и выглядит в разы более презентабельно. Теперь посмотрите на фото, как должен выглядеть настоящий тонкий муслин плотностью менее 50 грамм на квадратный метр из тонкой гребенной пряжи. Отличаться тот муслин, что я держу в руках, и настоящий муслин будут как небо и земля. Поэтому то, что представлено сейчас на отечественном рынке, муслином можно назвать с очень большими поправками. Я бы назвал его скорее плотной марлей, совмещающей и краш-отделкой. Широко представлен на рынке муслин с набивным рисунком, также плотности 120-160 грамм. Такую ткань правильнее было бы назвать ситцем с мягкой отделкой, но без эффекта сжатости. Она хорошо подходит для детской одежды и пеленок за счет всех преимуществ хлопковых тканей. Такой муслин и ситец в огромном количестве поставляется на наш рынок из Китая, Турции и Узбекистана.
Если же мы посмотрим, какой муслин предлагают на рынках Европы, то картина будет совершенно иная. Во-первых, чудесным образом исчезает весь краш двуслойный муслин. Наверное, европейцы уже пережили моду на него. Появляются вот такие муслины ближе к классическим, отбеленные плотностью 60-70 грамм из стопроцентного хлопка или, как здесь, хлопок плюс 30% шелка. Назначение тоже легкие летние вещи. Лучший тонкий муслин сегодня производят в Индии и Бангладеш. Для него используют гребенную, хлопчатобумажную пряжу или, как сейчас выражаются по-турецки, качество пинье. Пряжа более тонкая и не содержит сорных примесей. Ну а самые тонкие и легкие ткани плотностью менее 50 грамм на квадратный метр до сих пор, и в это трудно поверить, производят вручную. Причем вручную делают и пряжу, и ткань. Об этом я рассказывал в прошлой передаче об эксклюзивном дакском муслине. Вот так выглядит современный индийский муслин плотностью 44 грамма на квадратный метр. Конечно, вы понимаете, что если решите сшить из него одежду, нужно будет складывать ткань в несколько слоев, чтобы она не просвечивалась. Но даже в этом случае она будет невероятно комфортная. Недаром раньше такую одежду носили только члены королевской семьи. Здесь мы видим прекрасный с виду легкий гладкокрашенный муслин кораллового цвета плотностью 65 грамм. Но, и это очень важно, в составе 100% полиэфир. Вряд ли вам будет комфортно в нем летом из-за недостаточной воздухопроницаемости и гигроскопичности. Появились на рынке и муслины не из хлопка. Например, здесь на фото стопроцентный вискозный муслин плотностью 70 грамм. Здесь муслин из модального волокна, а здесь шелковый муслин 38 грамм и 21 грамм на квадратный метр, который правильнее было бы назвать шифоном. Стоит такая ткань от $100 за квадратный метр. Легкую ткань из шелка получить проще, чем из хлопка, так как шелк, во-первых, прочнее, а во-вторых, тонкий шелк состоит из очень длинных нитей, получаемых при размотке коконов тутового шелкопряда, а хлопковая пряжа из волокон длиной 30-35 мм. А вот, например, муслин из смеси хлопка и конопли, тоже вполне себе достойный выбор на лето. Здесь же мы видим четырехслойный сжатый муслин плотностью 235 грамм на квадратный метр, значит плотность одного слоя 58 грамм. Это очень хороший муслин, который, конечно же, производится из гребенной пряжи высшего качества. Сравните на фотографии хлопковый неотбеленный муслин из кардной пряжи, краш-муслин и лучший тонкий муслин из гребенной пряжи после отбелки. Однако все эти ткани называют муслином. Вот так выглядит отбеленный муслин из гребенного египетского хлопка. Названий у разновидностей муслина много. Порой еще производители придумывают собственные, поэтому даже не заморачивайтесь с ними. Смотрите на состав, плотность ткани, отделку и тактильные ощущения. Резюме такое. В европейском интернете выбор муслина побольше и поинтереснее, чем в русскоязычном. У нас же, кроме сжатого двухслойного, найти что-то сложно. Муслиновая ткань универсальна и может использоваться для самых разных целей. Благодаря его натуральности, легкости и комфорту больше всего применяется для пошива летней и детской одежды, различных пеленок и прочего. Груднички наверняка оценят мягкость, впитывающую способность и воздухопроницаемость одеял, пеленок и распашонок из муслина. Муслин идеально подходит для ночных сорочек, пеньюаров, легких рубашек, платьев, шорт и брюк свободного покроя. Он хорошо дышит, благодаря чему подходит для жаркого, сухого и влажного климата. Также из тонкого муслина делают легкие шторы, полотенца, необычайно комфортное постельное белье и роскошные простыни. Применение таких материалов для украшения дома даст вам ощущение легкого и наполненного воздухом пространства. В швейном производстве портнихи часто используют дешевый неотбеленный муслин, скорее меткаль, для пробных выкроек, прежде чем кроить дорогие ткани. В США эти выкройки иногда называют муслинами, а муслин стало общим термином для любого тестового изделия, независимо от ткани. Он также популярен для использования в фотостудиях и в театре, где используется в качестве фона. На заре кинематографа и вплоть до начала 20 века в киностудиях не было сложных осветительных приборов, поэтому большинство внутренних сцен представляли собой декорации, сооруженные на открытом воздухе с использованием больших кусков муслина, подвешенных над головой для рассеивания солнечного света. А вот так выглядит пакет первой помощи из 5 метров гидрофильного муслина, выдаваемый итальянским солдатам во время Первой мировой войны. В молочной промышленности муслиновый мешочек используется при изготовлении сыра для отделения сыворотки от сырной массы. Часто в муслин заворачивают приготовленные на пару десерты, например, рождественский пудинг. Очень часто муслин используется для упаковки подарков. Муслин почти не мнется, хорошо драпируется и держит форму.
не ворсится и не пилингуется, практичен в носке. Цена обычного муслина средней плотности вполне доступна. Муслиновая ткань довольно прочная за счет полотняного переплетения и выдерживает многократные стирки. Тем не менее, за счет ее низкой плотности и применяемой тонкой пряжи нужно ухаживать за ней бережнее, чем за обычными тканями из хлопка. Стирать тонкий муслин лучше вручную или в стиральной машине в холодной воде не выше 40 градусов в режиме деликатной стирки, чтобы избежать усадки. Использовать нужно щадящие моющие средства, а сушить лучше в развешенном или разложенном состоянии. К минусам муслина можно отнести возможную усадку при неправильной стирке и невысокую стойкость к фотодеструкции или к солнечному свету, присущей в принципе всем изделиям из хлопка. Но это, конечно же, не значит, что одежда из муслина утратит свои свойства, если вы прогулялись в ней в солнечную погоду. Вам хватит ее на несколько летних сезонов. Если же мы говорим про очень тонкий хлопковый муслин из Бангладеш или Индии, то его цена может быть заоблачной. Но ощущения, которые вы получите от этой одежды, будут незабываемыми. Скоро лето, и поэтому я очень рекомендую вам завести в своем гардеробе пару муслиновых рубашек. Вы не пожалеете. Можете начать с того, что есть на рынке, то есть сжатого муслина с краш-эффектом, но войдете во вкус и приобретете себе настоящий индийский муслин. Не забывайте подписываться, а если вы хотите поддержать канал, переходите по ссылке в описании. Всем привет!